Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео мы с вами немножко отвлечемся, да, так скажем, от темы. Мы не будем вязать сумки, корзинки и так далее. Мы с вами свяжем в честь наступающего Нового года игрушку. И не просто игрушку, а зайчика. То есть зайчик — это символ будущего года. Поэтому давайте сегодня свяжем игрушку. Вяжется она очень просто. Зайчик плюшевый, размеры достаточно внушительные. Плюс-минус 45 сантиметров у меня получается в длину мой зайчик. Ничего такого прям сложного в вязании зайчика нет. Я постаралась все максимально подробно объяснять, показывать все нужные моменты. Если, конечно, появятся какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Всем отвечу, всем помогу. Если что-то где-то не будет получаться, жду ваших фотографий в Инстаграме, ВКонтакте. То есть девочки пишут мне в личку, я помогаю, отвечаю, замечаю где-то какие-то ошибки, если есть, и уже вместе разбираемся. Зайчик у меня такой с плюшка получился, в пижаме. Ушло у меня 3 мотка, сейчас покажу вам остатки. То есть вот, у меня было 3 мотка разных цветов, и вот что у меня осталось. В принципе, такой бюджетный вариант. Что нам понадобится помимо пряжи? Это глазки, носик, глазки поменьше, да, для наших тапочек получается 2 пары поменьше глазок, и носики. Я сделала контрастные носики, то есть такая, знаете, новогодняя отсылка к Рудольфу. Вот. Что еще? Ножницы, ленточки для украшений, крючок я использовала номер 5. В самом начале видео там видно, что у меня крючок немного меньшего размера, но это просто я не нашла свою пятерку. Но я умею вязать как бы нужного размера петли, столбики любым размером крючка, поэтому мне в принципе не сложно. Вы, если так делать не умеете, да, берете размер крючка номер 5. Но опять же, тут много чего зависит от плотности вашего вязания, да. То есть, чем плотнее вы вяжете, тем больше размер крючка берете. Чем слабее, тем, соответственно, меньше размер крючка. Ну, плюс-минус где-то 5, 4, 6. Все зависит от вашей фантазии. Я вязала 5. И, как видите, никаких таких дырочек, просветов у меня нету. Наполнитель. Вот честно, вот сразу предвкушая вопросы, сколько по весу нужно наполнителей, я не знаю. У меня просто вот такой огромный мешок наполнителя остался еще с тех времен, когда я вязала, начинала вязать, да, начинала я с амигуруми, вот, и я просто как-то без задней мысли напихала, насувала и все. Поэтому точно я вам сказать не смогу по весу именно наполнителя. Ну и вот, в принципе, все. Что я хотела сказать, рассказать. Думаю, если какие-то вопросы появятся, напишите в комментариях, не растеряйтесь. И давайте теперь я покажу вам саму пряжу, производителей и так далее. Поговорим, посмотрим все это поближе. Зайчик у нас вот такой вот, еще раз покажу, да, вот такой вот у нас хвостик, ушки, шапочку давайте снимем, да, вот такой вот зайчик. То есть ушки тоже у нас длинные, ушки пришивные. Вот такой вот зайчик у нас без шапочки. Итак, для вязания нам понадобится 3 цвета плюшевой пряжи. Пряжа может быть любая, как видите, у меня все 3 мотка разных производителей. Картопу, не знаю, я как-то не заморачиваюсь по поводу правильного произношения. Здесь у меня Валанс, Бани Ярн, ну что-то в этом роде, и Ярнар Дольче. В общем, все, что я нашла. У нас такой кризис произошел с плюшевой пряжей. Белый цвет я вообще еле-еле заказала с России. Ждала, в общем, очень долго его. И, ну вот, в принципе, что получилось. Давайте по цветам. Вот такой вот у меня картопу. Цвет К773. Он такой яркий, на видео не знаю, получится передать, не получится, такой вот прям насыщенно яркий, розовый. Дальше вот это Валанс Baby Yarn у меня такой светлый-светлый розовый, цвет 100-04, и Дольче у меня цвет 741, ну белый, в принципе любой подойдет, то есть смотря какого цвета вы будете вязать зайчика, то есть это может быть голубой, желтый, неважно.
Мне почему нужно 3 цвета? Один цвет будет пижамкой, второй цвет это основной зайчик и тапочки. В принципе, третий цвет нужно совсем немножко. И начнем мы с вами вязание с наших ручек. Сначала, как у всех игрушек, это кольцо амигуруми. Из плюшевой пряжи его сделать очень сложно, так как оно в принципе просто не затянется после того, как мы 6 столбиков провяжем. Поэтому мы сделаем с вами обычную петельку и в нее провяжем 6 столбиков. Для этого хвостик нашей нити мы подкладываем под рабочую нить, в образовавшуюся петельку вставляем крючок и вытягиваем вот такую вот петельку. Затягиваем ее так, чтобы крючок ходил свободно, то есть примерно диаметром полсантиметра будет достаточно. Подтягиваем хорошенечко, чтобы не распустилось. И теперь вот в эту вот петельку, вот в это вот маленькое колечко мы с вами провяжем 6 столбиков. Первая воздушная петля это петля подъема, вторая воздушная петля это вершина столбика. Далее в самую первую из трех мы вставляем крючок и вытягиваем первый столбик. Далее в эту же петельку, которую мы с вами сделали, второй столбик, сюда же третий столбик, четвертый, пятый и последний, шестой столбик. Вот что у нас с вами получилось. Обратите внимание, вот здесь вот, если у вас получается такая дырочка, можно попробовать еще сильнее это все затянуть уже. И вот видите, нить вот здесь вытягивается и перестает почти быть плюшевой. Такое маленькое затянуть легче, поэтому делаем вот такую маленькую петельку в самом начале. Теперь у нас с вами по кругу 6 столбиков, следующий ряд по стандарту это 6 прибавок. Самую верхнюю, самую первую, вот она, видите, обратите внимание, вот она, не знаю, из-за плюшевости очень плохо видно, вот эта петля подъема и вот ее вершина. Вот в эту вершину мы вставляем крючок и вывязываем первый столбик и в нее же второй столбик. Это наша первая прибавка. В первый столбик мы одеваем маркер, чтобы не запутаться, так как пряжа плюшевая, начала и конца ряда не видно, плюс еще мы вяжем по спирали, да? Далее следующая вершина и новая прибавка. Раз, два. Это была вторая. Следующая. Раз, два. Третья прибавка, следующая вершина. Раз, два. Это четвертая прибавка. Раз, два. Пятая. И вот у нас последняя вершина осталась. Шестая прибавка. Вот так вот. Маркер уберем пока. И вот что у нас с вами получилось. Вот такой вот ряд. Третий ряд мы вяжем таким образом. В первую вершину мы вяжем раз, следующую два, первую отмечаем, не забываем, чтобы не запутаться, 3, 4, 5. То есть мы с вами по рисунку провязываем 5 столбиков. И вот здесь мы почти на серединке, да? В шестую петельку, в шестую вершину мы провязываем прибавку. Раз, два. Далее у нас осталось еще 6 столбиков, и нам нужно с вами сделать то же самое. Провязываем 5 столбиков и в шестую делаем прибавку. Раз, два, три, 4, 5. Такой звук противный, поэтому не люблю я вязать из плюшевой пряжи. Итак, шестая вершина и последняя прибавка. Получается вторая в этом ряду. Вот так. В общей сложности у нас с вами получается 14 столбиков по кругу. Четвертый ряд мы с вами вяжем без изменений ровно 14 столбиков. Первый столбик. Отмечаем его маркером. В принципе, маркером не обязательно отмечать
кому как удобно. То есть можно просто посчитать. Итак, первый столбик провязали, далее второй столбик. И последний 14 столбик. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно сделать вот такую вот обвязочку. Сделаем мы ее сразу, то есть в принципе вы можете либо продолжить вязать, поменять цвет и потом сделать эту обвязочку там, я не знаю, как-то соединительными столбиками, ну то есть кому как удобнее, либо вы сделаете сразу, как я, со мной вместе. Итак, продолжаем вязать. Вот здесь вот видите, сейчас уберу крючок. Вот смотрите, у нас вершина состоит из двух петелек, да? Вот это передняя стенка вершины, а вот это задняя стенка вершины. Следующий ряд мы будем с вами вязать вот за вот эти вот передние стеночки вершины. Вставляем крючок и точно так же 14 столбиков за передние стеночки. Первый столбик, одеваем маркер, чтобы не запутаться. Далее второй столбик и так далее. Обязательно вот здесь смотрите и не пропустите. Вяжите именно за передние стеночки, потому что задняя стеночка нам в следующем ряду понадобится. 3. И последняя 14 петелька. Здесь мы вот тут вершину, куда мы одевали маркер, делаем соединение. Вот таким вот образом. Нить обрезаем. Рабочую вытягиваем. Белый цвет нам уже не нужен. Дальше нам понадобится розовый цвет. Вот здесь вот мы ниточку спрячем. Просто вот так вот вытягиваем ее внутрь. Все вот эти вот сыпушечки убираем. И теперь вот так вот выворачиваем. И посмотрите, что у нас получается. Вот у нас открылись задние стеночки. Теперь мы берем... Так, где у нас начало? Что-то я размотала. Вот. Мы берем нить розового цвета. Вставляем за заднюю вершину, любую из попавшихся, и вытягиваем петельку. Далее делаем воздушную петлю подъема и начинаем вязать. Вот здесь вот отодвигаем за задние стеночки. То есть точно так же нам нужно с вами провязать 14 столбиков за задние стеночки уже розовым цветом. И последний 14 столбик. Где она тут? Вот она. 14. И вот что у нас с вами получается. Вот у нас получилась наша обвязка. И сразу мы перешли уже к костюмчику. Далее вот этот вот хвостик мы с вами прячем вот сюда вот в промежуток вот этот вот. Вот здесь мы можем, в принципе, вывернуть вот эти два конца, завязать, чтобы они не распустились, не вылезли. Вот так вот. И прячем их внутрь. И продолжаем вязать точно так же по спирали. Вот она, смотрите, первая петля, вот ее вершина, мы делаем убавки. Убавки мы будем делать за передние стеночки. То есть вот смотрите, опять же, вот она петелька, вот ее передняя стеночка, вот задняя. Дальше следующая петелька, передняя, задняя. Вот за вот эти вот передние стеночки делаем убавку. Заводим крючок за первую стеночку и за вторую стеночку. Вот таким вот образом это выглядит. Захватываем нить. Раз. Первая убавка готова.
Теперь в этом ряду нам нужно сделать с вами 12 столбиков. Получается, через каждые 5 столбиков делаем убавку. Первая убавка готова, далее вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Дошли до середины, снова захватываем переднюю стеночку первой и переднюю стеночку второй петельки. Вот так. Захватываем нить. Вторая убавка готова. До конца ряда у нас остается с вами 5 столбиков. Следующий ряд теперь у нас по кругу получается 12 столбиков. Следующий ряд мы делаем тоже 2 убавки, но уже через каждые 4 столбика. То есть мы провязываем убавку в начале ряда, далее провязываем 4 столбика, делаем убавку, и до конца ряда остается 4 столбика. Либо наоборот, вы можете сразу провязать 4 столбика, сделать убавку, потом 4 столбика и в конце сделать убавку. То есть тут в принципе разницы никакой не имеет. Далее, после того, как мы с вами провяжем ряд из 4 столбиков и убавки, вот я его провязала, у нас с вами по кругу должно остаться 10 столбиков. Теперь нам осталось провязать 4 ряда без изменений, 10 столбиков каждый ряд. Для начала, смотрите, чтобы не запутаться, вы можете либо считать, но опять же здесь я еще раз повторюсь, плюшевая пряжа в этом плане очень сложная и запутаться очень легко. Поэтому оденьте маркер и потом просто от маркера посчитайте количество рядов. И все. По мере провязывания наполняем нашу ручку. Итак, вот я провязала 4 ряда. Получается, вот он первый, второй, третий, четвертый. Без изменений по 10 столбиков. Набила ручку. Набивать старайтесь абсолютно одинаково, чтобы наши ручки не получились одна больше, чем другая. Вот здесь вот у меня немножко вывернулась, и поэтому кажется меньше. Итак, следующее, что мы делаем, это проверяем то же самое, складываем пополам, и вот здесь вот у меня немножко не хватает. Это, в принципе, ничего такого страшного в этом нету, ну, эти 2 столбика большой роли не сыграют. Поэтому мы провязываем 2 столбика. 1, 2. Вы можете, в принципе, соединить с того же места, просто я уже набила ее таким вот образом. Можно просто ее набить и потом уже придать нужную нам форму нашей ручки. Итак, теперь, что мы делаем дальше? Смотрите, вот она, наша первая вершина. Заводим крючок за обе стенки, убираем нить. И вот здесь, вот она, последняя самая вершина, которая у нас на крючке. Вот, видите? После нее у нас уже начинается рабочая нить. Первый столбик. Далее следующая вершина с этой стороны и следующая вершина с этой стороны. Вот таким вот образом мы просто прошиваем, да, грубо говоря, столбиками без накида. Второй столбик, далее следующая вершина тут и тут, третий столбик, четвертый, и вот у нас остались 2 вершины, они рядом, и между ними вот такой вот промежуточек получается. 5-й столбик. Все, нить вытянули, обрезали и подтянули. Вот такие вот ручки у нас с вами получаются. Вот так. Потом это все дело хорошо распределим. Весь наш наполнитель, чтобы был равномерно. Вот здесь побольше, поплотнее. Вот здесь максимально меньше всего наполнителя должно быть. Ну а теперь перейдем к вязанию ножек. Для этого берем наш цвет для тапочек. Разматываем его немножко, чтобы потом это дело нам не мешало. Делаем то же самое наше кольцо. Подкладываем хвостик под рабочую нить, петелька,
примерно пол-сантиметра диаметром, достаточно. И в нее вяжем наши 6 столбиков. Итак, петля подъема, вершина петли, и вот сюда вот в первую, которую мы только что с вами сделали, раз столбик, два, и шестой. Еще раз подтянем это все дело хорошо, и вот что у нас с вами получилось. Такое же колечко, и точно так же второй ряд делаем 6 прибавок. Первая вершина наша, вставляем крючок, первый столбик прибавки, одеваем маркер, чтобы не запутаться. Далее второй столбик, первая прибавка готова. И последняя, шестая прибавка. Раз и два. Маркер убираем. Теперь у нас с вами по кругу получилось 12 столбиков. Нам нужно превратить наш круг в овал. Что мы делаем сейчас? Мы вяжем 3 столбика. Раз, два, 3. У стандартного овала у нас идут прибавки вот здесь и вот здесь. Тут по прямой у нас прибавок мы не делаем. И вот у нас прямая, получается 3 столбика с этой стороны, 3 столбика с этой. С этих сторон остается тоже по 3 столбика, то есть если 12 разделить на 3, получается 4, да? 4 стороны по 3 столбика. Теперь первые 3 столбика по прямой мы провязали, следующие 3 вершины мы вяжем 3 прибавки. Первая прибавка, в следующую вершину раз, вторая прибавка и следующая вершина раз, два, третья прибавка. Далее у нас 3 столбика по прямой, без прибавок, без изменений. В каждую вершину по одному столбику. 2 и 3. И вот у нас остались последние 3 столбика. В них мы провязываем 3 прибавки. Раз, прибавка. Следующую, вторая прибавка. И последний столбик, третья прибавка. И у нас получилось такое некое подобие овала. Теперь мы его закрепим. Вяжем снова 3 столбика по прямой. Можете одеть маркер, чтобы не запутаться. Раз, два, 3. Далее у нас идут 3 прибавки. Мы провязываем их как в стандартном круге или овале, то есть между прибавками у нас всегда добавляется по одному столбику. То есть вот у нас идет, смотрите, прибавка, 2 столбика, 2 вершины. В первую вершину мы вяжем 1 столбик, во вторую вершину мы вяжем прибавку. Итого у нас получается 3 раза мы провязываем 1 столбик и прибавка. Раз, два. Далее следующая вершина. Мы вяжем снова 1 столбик. Следующая вершина, прибавка. Раз, два. Так, немножко мало нити открутила. Итак, и последняя у нас прибавка. Получается 1 столбик. И в следующую вершину мы вяжем прибавку. Раз. И в эту же петельку 2. Далее по прямой у нас 3 столбика. Раз, два,
3. Видите, у нас уже виднеется такой хороший овальчик. Далее у нас остались 3 прибавки. Точно так же, как и вот с этой стороны, мы провязываем 1 столбик. В следующую вершину мы провязываем прибавку 1 и сюда же 2. Далее снова следующую, получается, вершину, так вот она, мы провязываем 1 столбик. В следующую вершину мы провязываем прибавку. Снова 1, опа-на, что-то я здесь пропустила. Распускаем осторожненько, чтобы вот здесь вот наш плюш не вытянулся, да, мы придерживаем вот эти вот петельки пальчиками и осторожно вытягиваем ниточку. Ага, вот где я пропустила. Видите, как легко пропустить петельку. Первый столбик у меня есть, теперь провязываю прибавку. Далее у меня идет 1 столбик, следующую прибавка и последние 2 вершины мы провязываем 1 столбик и маркер уберу, чтобы не мешался, прибавку 1 и сюда же 2. И вот такой вот овал у нас получился, немножко закругляющийся. Итак, смотрите, после того, как мы довязали этот ряд, следующий 4-й ряд и 5-й ряд мы вяжем без изменений. По кругу у нас должно было получиться 24 столбика. И точно так же мы провязываем первый столбик, одеваем маркер, чтобы не запутаться на всякий случай, и считаем 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. То есть вяжем 2 ряда без изменений, ровно по 24 столбика у нас должно будет с вами получиться. То есть сейчас вот этими 2 рядами мы с вами поднимаем вот эти вот стеночки нашего тапочка. Двадцать 24. Маркер убираем. И вот что у нас с вами получилось. Вот такая вот чашечка. Теперь смотрите, чтобы у нас наши убавки вот здесь вот получились ровно посередине, то есть по нашему овалу, который мы с вами сделали, мы для начала провязываем 2 столбика. Первый, не забываем про маркер. Второй. А далее мы с вами делаем 6 убавок, точно так же, как и на ручках, за передние стеночки. 1, 2, 3, 4, 5 и последняя 6-я. 6. Вот что у нас с вами должно было получиться. Далее до маркера у нас с вами должно было остаться 10 столбиков. Так, чуть-чуть запуталась. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последний 10. Вот что у нас с вами получилось. Маркер убираем. Вот такая вот ножка. Далее, следующий ряд мы с вами вяжем 1 столбик, далее делаем 4 убавки, и в конце у нас должно остаться с вами 9 столбиков. Давайте посчитаем.
первый столбик, маркер, 4 убавки, 1, 2, 3, 4 и 9 столбиков. Так, чтобы маркер не улетел. 1, 2, 3. Маркер убираем. И вот что у нас с вами получилось. Вот такая вот тапочка. Теперь нам нужно с вами вывязать ушки. Вы можете, в принципе, их связать отдельно, как делают это, в принципе, многие. Но я не люблю всех вот этих сшиваний, пришиваний и так далее. Это очень сильно меня, если честно, затрудняет. Поэтому я максимально стараюсь сократить время и сделать это все одним полотном. Поэтому ушки мы с вами будем вывязывать сразу из тапочек. Для этого вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. В первый не забываем про маркер, чтобы не запутаться. Далее делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид и во вторую петлю от крючка вставляем и провязываем полустолбик. 1. Далее накид, следующая петелька, второй полустолбик. Накид, следующая петелька и третий полустолбик. Вот что у нас с вами получается. У нас остается последняя петелька. В нее мы вяжем просто столбик без накида. То есть такой, какими мы вязали весь наш сапожок. Всю нашу тапочку, ну или ножку. В принципе, не важно. Теперь, смотрите, мы вставляем крючок вот сюда, откуда мы вывязывали вот этот третий столбик. В его основание мы вставляем, вытягиваем 1 петельку. И в следующий столбик, в следующую вершину мы вытягиваем 2 петельку. Вот такое вот соединение у нас получается. Далее снова вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид и во вторую петлю от крючка 1, 2 мы вставляем крючок и провязываем первый полустолбик, второй полустолбик и придерживаем третий полустолбик. Вот что у нас получилось. Далее у нас осталась с вами последняя петелька, вот она. В нее мы вяжем с вами столбик без накида. Вот так. И продолжаем то же самое. В предыдущий столбик мы вставляем крючок. 1. И в следующий. 2. Вот такое вот у нас соединение. Вот такие вот у нас ушки с вами получились. Вот так вот это у нас будет выглядеть. Почему мы делаем вот здесь вот такую двойную петельку? Это для того, чтобы у нас вот здесь потом, когда мы наполним наш тапочек, не получилось, не образовалась вот здесь дырочка. Итак, первый столбик после ушка у нас есть. 2. 10. Итак, вот такой вот тапочек у нас получился. Теперь нам нужно с вами одеть глазки. У меня они
вот такие вот на чопиках. Получается, вы можете либо приклеить, то есть оставить так, продолжить вязать, и потом в конце вязания, так же как я буду приклеивать носики, они у меня, к сожалению, без чопиков, не нашла я на чопиках, поэтому придется мне клеить их на клей-пистолет. Поэтому вы, в принципе, можете также приклеить и глазки. Я устанавливаю их примерно вот так вот на таком вот расстоянии, то есть на глаз, чтобы, во-первых, и ушки их не закрывали, и сильно вот здесь впереди они тоже не торчали. Можно чуть-чуть поближе поставить их. Можно подальше. Это все зависит от вашей фантазии. Дальше. Так, сейчас поправлю быстренько, чтобы это все стояло так. Теперь вот они, наши глазки. Одеваем на них чопики. Прям посильнее. И второй. Вот так. Вот это будет выглядеть внутри. Можете, кто-то их приплавляет, кто-то их откусывает. То есть тут, в принципе, оно так сильно, если их тянуть не будет никто, оно роли такой не играет. Очень сложно выдернуть чопик. Поэтому вот такие вот глазки у нас получаются. Дальше мы наполняем наш тапочек. Опять же, повторюсь, так же, как и в ручках, наполняем наш тапочек равномерно, одинаково, чтобы они у нас были одинакового размера. Вот здесь вот глазки поправляем, если они у нас закрутились. Под них засовываем наполнитель. И вот такие вот топики у нас получились. Далее от них мы с вами уже продолжим вязать наши ножки. Ниточку обрезаем. И вот что у нас осталось. Почти полный моток. Он нам уже больше не понадобится. Дальше уже все зависит от нашей фантазии. Возможно, мы сделаем какую-то подвязку, обвязку им. Но пока он нам не нужен. Теперь, что мы делаем дальше? Дальше мы вяжем ножки. Вот здесь вот подтягиваем аккуратненько, берем нить другого цвета и привязываем их друг к дружке. Сильно старайтесь не затянуть, чтобы наша вот эта вот крайняя петелька не осталась такой прям тоненькой, маленькой, чтобы ее потом не пропустить. Ниточки прячем и продолжаем вязать уже розовым цветом. Маркер здесь у нас не нужен, так как у нас нить контрастная, мы потом его поставим. Итак, 1, далее 2, вот у нас идет ушко, 3. Далее ушко мы с вами пропускаем, и вот здесь вот между ушком у нас есть одна петелька, один столбик. Мы вставляем крючок вот этот столбик и провязываем 4. Следующее ушко мы пропускаем. Вот у нас первый столбик после ушка. 5. Вот что у нас получилось. Наши ушки остались впереди торчать. И вот здесь продолжаем вязание. 6. И последний 14 столбик. Вот что у нас с вами получилось. Теперь нам нужно делать с вами убавки и провязывать вверх ножку. Что мы делаем? Нужно сделать так, чтобы наша убавка была вот так напротив ушек. И давайте вот так просто складываем. И вручную можно это все посчитать.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы либо на 9-ю, 10-ю делаем убавку, либо на 8-ю, 9-ю. То есть как вам удобно. Восемь. И вот в этом месте, получается, напротив наших ушек делаем убавку. Раз. Два. Итак, далее довязываем до конца ряда. Конец ряда здесь распознать очень легко. Вы либо ставите маркер на первый столбик, либо вот они, наши самые первые столбики. То есть ниточка контрастная, все это видно хорошо. По итогу у нас с вами здесь должно получиться 13 столбиков. Теперь нам нужно сделать еще одну убавку, также вот в этом месте. Тут, в принципе, считать не обязательно. Она может быть либо вот с этой стороны, либо вот с этой, либо если у вас выходит прям посередине, то прям посередине. И по итогу у нас должно остаться 12 столбиков. Теперь нам нужно дополнить нашу ножку синтепоном, пока мы не сильно много провязали. Потому что потом это все будет сделать немножко сложнее. Сейчас мы придаем ей форму аккуратненько. Распределяем там внутри синтепон. Сильно плотно не набиваем, чтобы у нас вот здесь не начали пробиваться дырочки. Макушку вот здесь, так же как и у ручек, тоже максимально оставляем свободной. То есть набиваем только нижнюю часть. Теперь нам осталось провязать 3 ряда без изменений по 12 столбиков. Опять же, можете поставить маркер, либо можете посчитать. Получается, у нас здесь 3 ряда уже есть розовым цветом ярким, и еще 3 ряда мы вяжем без изменений. Старайтесь все считать. Если не хотите считать, поставьте маркер. В общем, в принципе, дело это несложное. Дальше мы, после того, как свяжем 3 ряда, соединяем точно так же, как и ручки. То есть вот здесь вот таким вот швом из столбиков без накида. Но соединяем мы их таким образом, чтобы наши ножки по итогу были собраны именно вот так. То есть вот таким вот образом от ушка до задника мы вот так вот соединяем и вот здесь прошиваем. То есть точно так же, как и здесь, мы добавляем, если мы закончили ряд где-то вот здесь, мы довязываем столбиками вот до этого момента и потом вот так вот проходим столбиками, прошиваем, да, так скажем. Вот. И вот такие вот ножки у нас с вами получаются. Загибаем их вручную, придаем им форму, делаем их максимально одинаковыми. И теперь давайте свяжем последние из наших отдельных деталей. Это ушки. Одно я уже связала, и вместе с вами давайте свяжем второе. Итак, точно так же делаем колечко. Подтягиваем эту петельку. И смотрите, ушки мы с вами будем вязать полустолбиками. То есть вот такими вот большими, да, так скажем, полустолбиками. Если мы сравним наши маленькие столбики, они немножко чуть меньше, да, обычные стандартные столбики без накида, они немного меньше. Здесь полустолбики. Во-первых, вязание получается намного объемнее, и во-вторых, их не нужно наполнять. Итак, раз, 2 воздушные петли, как и в предыдущем вязании,
делаем накид на крючок, вставляем крючок в нашу вот эту петельку, которую мы с вами сделали, и вытягиваем первый полустолбик. То есть у нас 3 петли на крючке, и все 3 мы провязываем вместе. Это и есть полустолбик. Далее снова накид, сюда же второй полустолбик. И последний 6-й полустолбик. Вот что у нас с вами получается. Ниточку подтянем еще раз. Посильнее. И теперь смотрите, продолжаем вязать точно так же по спирали, такими же полустолбиками. И второй ряд у нас ничем не отличается. Мы просто делаем 6 прибавок. Находим первую вершину, накид на крючке, первый полустолбик, и в эту же вершину второй полустолбик. Первая прибавка готова. Вот здесь одеваем маркер и продолжаем вязать. Последняя 6-я прибавка. Вот что у нас с вами получается. По кругу у нас с вами 12 столбиков и продолжаем вязать. 3 столбика, прибавка, 3 столбика, прибавка. И так 3 повторения у нас должно получиться до конца ряда. Маркер уберем. Провязываем первый столбик. Одеваем маркер. И продолжаем. 2, 3, прибавка. Раз. И сюда же 2. И последняя прибавка. Раз, два. Следующий ряд у нас идет 4 столбика перед прибавкой. Первый столбик, маркер, второй, третий, четвертый. Делаем прибавку. Раз. И сюда же 2. Вот что у нас с вами получается. Таким образом, следующий ряд мы вяжем 5 столбиков, прибавка, повторяем 3 раза. Следующий ряд мы вяжем 6 столбиков, прибавка и повторяем 3 раза. После этого у нас с вами должно получиться 24 столбика по кругу. И мы провязываем еще дополнительно 5 рядов без изменений по 24 столбика. После того, как мы провязали с вами 5 рядов без изменений, 24 столбика, 11 ряд получается, мы вяжем уже в обратную сторону, то есть с убавками. Закончили мы на 6 столбиках прибавки, также и вяжем 11 ряд. То есть 6 столбиков и убавка, 6 столбиков убавка и 6 столбиков убавка. 12 ряд мы вяжем без изменений. 13 ряд я уже провязала вот первую петлю, первый столбик 13 ряда, и он у нас будет состоять из 5 столбиков и убавки. Раз, два, три,
4, 5. И делаем убавку. Смотрите, как то же самое делаем. Накид на крючок. И за передние стеночки двух следующих петель заводим крючок. Вот так. И провязываем полустолбик. Снова продолжаем вязать так. Не запутайтесь. Следующий ряд мы вяжем точно так же. 4 столбика и убавка. То есть в каждом новом ряду с убавками. Итак. Раз. 2, 3, 4. Делаем убавку. Снова вяжем 4 столбика и делаем убавку. Следующий ряд мы вяжем без изменений. 15 столбиков у нас должно получиться по кругу по окончании этого ряда. И следующий ряд мы провязываем ровно 15 столбиков без убавок. После того, как мы провязали с вами ряд 15 столбиков без изменений, последняя убавка у нас была в промежутке из 4 столбиков. Теперь мы вяжем снова убавку, но промежуток между ними у нас уже будет 3 столбика. Раз, 2, 3. И делаем убавку. Раз, 2. Снова вяжем 3 столбика. Раз, 2, 3. И еще одна убавка. Вторая в этом ряду. Теперь у нас осталось 3 столбика. Раз, 2, 3. И последняя убавка. Раз, 2. Теперь давайте посчитаем, сколько в итоге у нас получилось рядов. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И давайте готовое ушко посчитаем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот так. Последний ряд, 17, мы вяжем без изменений. 12 столбиков по кругу. И вот это вот самое последнее, это у нас даже не ряд, это просто шов. То есть давайте я вам покажу, как мы делаем шов полустолбиками. Итак, 12 столбиков без изменений по кругу. Считаем. Раз. Одиннадцать. И последний 12 столбик. Что мы делаем дальше? Дальше мы начинаем сшивать полустолбиками. Делаем накид, вставляем крючок в следующую петельку и первую вот здесь, которая идет, вот видите, воздушная петля незаконченная, и вот первый столбик с этой стороны от крючка. И вяжем полустолбик. Снова накид. Первая петля здесь и здесь. Полустолбик. Накид тут и тут. Таким образом у нас должно получиться 6 полустолбиков. 3 уже есть. 4. 5. И последний 6-й полустолбик. Вот таким вот образом мы с вами связали наши ушки. Вот такие вот 2 одинаковых красивых ушка. Если хотите, давайте померяем их в длину. Возможно, кому-то будет интересно. Длину у меня получилось 27 сантиметров.
Теперь давайте перейдем к самому интересному. У нас есть ушки, у нас есть ножки и у нас есть ручки. Теперь нам осталось самое основное. Это связать тело и нашу голову. Итак, тело мы начинаем точно так же, как и все предыдущие наши детальки, с такой же петельки. Затягиваем ее посильнее и вяжем 1, 2 воздушные петли и 6 столбиков нашу волшебную петельку. 1, 2, 3, 4, 5 и последний 6 столбик. Вот что у нас с вами получилось. Петельку подтянем посильнее, чтобы не было дырочки, и продолжаем вязать. Первый столбик и сюда же 2 столбик. Надеваем маркер и продолжаем. 6 прибавок. Первая уже есть, вяжем 2. И последняя, так, маркер уберу, 6. 1, 2. Вот что у нас получилось. В принципе, здесь обычный стандартный круг. Вяжем мы его по спирали. Также между каждой прибавкой у нас добавляется по 1 столбику в каждом ряду. Следующий ряд мы вяжем 1 столбик прибавка. 1. И в следующую петельку 1, 2. И так 6 раз. Следующий ряд мы вяжем 2 столбика и прибавка, следующий ряд 3 столбика и прибавка. И таким образом нам нужно провязать до 5 столбиков и прибавки. В общей сложности после этого ряда у нас по кругу должно получиться. Продолжаем вязать. Итак, я провязала свои 7 рядов. По итогу у меня получилось между прибавками по 5 столбиков. В общей сложности здесь по кругу у меня 42 столбика. Теперь мы будем с вами привязывать ноги к нашему туловищу. Что мы делаем? Смотрите, вот здесь у нас в ногах 6 столбиков. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так как по кругу, когда мы закончили, у нас осталось 12. Теперь с начала ряда нам нужно провязать 4 столбика. Первую петлю я уже провязала и одела маркер. Далее 2, 3 и 4 столбик. Далее берем нашу ножку, прикладываем вот таким вот образом. Хвостик убираем с этой стороны и вставляем крючок вот сюда, вот так вот, в вершину нашего шва. Вот таким вот образом. А здесь мы вставляем вот сюда, в следующую петельку, следующий столбик. Первый столбик готов. Далее вот здесь вот эти хвостики надо связать, чтобы они не распустились. Сильно туго не завязываем, чтобы наша петелька не стала очень-очень маленькой. И начинаем привязывать дальше. Вот она. Следующая петля, следующая вершина нашего столбика, нашего шва. Вот таким вот образом здесь. И здесь находим, вот она, следующая вершина. Вставляем крючок вот таким вот образом. То есть, как мы сшивали вот эти вот половинки, здесь мы привязываем то же самое. Захватываем нить, 2 столбик. Далее вставляем крючок здесь и здесь. 3 столбик. Будьте внимательны, пожалуйста, не пропустите столбики, потому что в итоге потом может не сойтись количество и придется распускать. 5 и 6. Вот что у нас с вами получилось. Видите?
Смотрите, мы привязали ножку. Далее по пузику нам нужно провязать с вами 14 столбиков. В следующую петельку мы продолжаем вязать. Раз, два, и 14. Вот что у нас с вами получается. Далее точно так же, смотрите, не запутайтесь, не перепутайте. Вот так вот лицом к лицу мы ставим вторую ножку и точно так же ее привязываем. Вставляем в первую вершину с этой стороны. Здесь их точно так же 6 штук. И следующую петельку вот с этой стороны уже на туловище. И провязываем столбик без накида. Далее второй, третий, четвертый, пятый и последний, шестой столбик. Вот так вот. Здесь то же самое, кончики нашей нити связываем, то есть рабочую и кончик. Они потом не распустились, не вылезли. Далее продолжаем вязать до конца ряда. Раз, два, и 12. То есть сзади у нас остается немного больше петелек, чем спереди. Таким образом у нас появляется, так скажем, жопочка. И вот что у нас получается. Далее мы с вами провязываем еще 4 ряда без изменений. В общей сложности у нас без изменений должно получиться 5 рядов вместе с тем, к которому мы привязали наши ножки. Убираем маркер. Провязываем первый столбик ряда, снова одеваем маркер и продолжаем вязать без изменений по 42 столбика, 4 ряда. Ну и вот что у нас в итоге получилось. Получились у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядов мы провязали по телу. Из них мы привязали ножки, провязали, получается, 4 ряда после того, как привязали ножки без изменений, 42 столбика. Далее у нас начинаются убавки. То есть здесь, в принципе, ничего тоже сложного нету. Я вам сейчас устно объясню. Думаю, с этим вы справитесь сами. Получается, у нас сейчас 42 столбика по кругу. Наши прибавки мы с вами закончили, когда между прибавками у нас было по 5 столбиков. Значит, здесь начнем с того же. То есть вяжем 5 столбиков, убавка, 5 столбиков, убавка. И таким образом по кругу у нас получается 6 убавок. Следующий ряд мы вяжем без изменений. То есть у нас с вами должно остаться после этого ряда 36 столбиков. Следующий ряд, получается, мы 36 столбиков вяжем без убавок. Далее мы снова делаем убавки. Получается, 5 провязали, теперь у нас должно быть 4 столбика между убавками. Следующий ряд без изменений 30 столбиков. Далее снова делаем убавку, 3 столбика убавка. Получается, по кругу у нас 24 столбика. Провязываем еще один ряд без изменений, 24 столбика. Снова делаем убавку через каждые 2 столбика. И у нас по кругу остается 18 столбиков. Думаю, до этого момента вы уже сможете провязать сами. Ничего сложного в этом нету. Как делать убавки, прибавки и так далее, я показывала вам до этого на вот этих вот наших мелких деталях. Еще раз повторюсь, 5 столбиков убавка без изменений, 4 столбика убавка без изменений, 3 столбика убавка без изменений. В общем, до тех пор, пока у нас с вами не останется по кругу 18 столбиков. Не забываем, между каждым рядом с убавками провязываем ряд без изменений. Еще раз повторюсь, потому что, ну, бывает такое, забываешь,
особенно когда ты несколько рядов провяжешь, и вот последний обязательно забудешь. Поэтому обязательно считайте. И давайте я покажу вам, что делать дальше. Итак, довязала последний ряд, о котором говорила, наполнила тельце. Получается здесь 2 столбика убавка. Следующий ряд у нас просто по кругу 18 столбиков, и в этом ряду мы с вами будем привязывать наши лапки. Здесь особой схемы нет, то есть мы вот привязали ножки и по ним примерно смотрим, то есть приложили вот так вот верхние лапки, вот здесь вот посмотрели, посчитали, раз, два, три. В третий столбик уже можно соединять наши лапки, получается. Точно таким же образом, как и ножки. Сейчас покажу. Так, у меня вот здесь уже отмечен маркер, первый столбик, да, получается у меня даже 3 столбика до лапки, потому что первый я уже отметила. Итак, я провязываю раз, два еще. То есть у вас может быть немного другое количество, все зависит от вашего вязания. То есть, возможно, вы где-то пропустили петельку или сделали лишнюю, то есть ничего страшного в этом нет. Вы просто присматриваетесь вот так, чтобы они стояли ровно. Здесь все равно нет никаких прибавок и убавок, да, в этом ряду. Мы вяжем просто по кругу, поэтому ничего сложного и страшного в этом нет. Так, вот здесь вот эту вот ниточку нужно будет оставить внутри. Провязали первый столбик, точно так же, как и с ножками. Связываем ниточки, чтобы они не распустились, не вылезли нигде. Тоже сильно не затягиваем петлю. Итак, связали и продолжили привязывать. Второй столбик с этой и с этой стороны. Далее третий столбик. Четвертый столбик. И последний, пятый. На ручках, да, как мы помним, у нас 5 столбиков. Вот так. Вот мы привязали одну лапку. Соответственно, дальше мы довязываем по рисунку вот здесь. Примеряем следующую лапку, да, то есть чтобы они у нас стояли одинаково, идентично. И считаем. То есть это у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 и вот 7. В 8-ю можно начинать ввязывать нашу лапку. То есть ничего такого здесь сложного нету. Сейчас покажу. Досчитаем, довяжем уже этот ряд до конца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот я довязала до этого момента, примерила лапку, все у меня идеально. И я в 8-ю, получается, начинаю ввязывать лапку. Хвостик оставили внутри, связываем их узелочком. И продолжаем привязывать точно так же нашу лапку. Все, дальше здесь мы просто довязываем уже до конца ряда, до маркера, оставшиеся наши столбики. По итогу у нас получается ровно 18 столбиков без изменений ряд. Вот так вот это у нас будет выглядеть. То есть вот мы привязали ножки, вот наши верхние лапки, и вот такое тельце у нас получается. Здесь у нас дальше остается последние 2 ряда. То есть следующий ряд мы с вами вяжем 1 столбик убавка, и следующий ряд мы с вами просто делаем. То есть ничего сложного здесь уже не осталось. Итак, я довязала свои оставшиеся 2 ряда. У меня получается 1 столбик убавка ряд был, и последний ряд я просто провязала все убавки. Теперь вот здесь у нас осталась небольшая дырочка, нам нужно наполнить нашего зайчика, причем хорошо наполнить, чтобы у нас вот здесь не было такой ямки, да, ничего не болталось. Все это равномерно наполняем.
потому что нам еще нужно, чтобы наша голова здесь держалась, да. И здесь, кстати, вы можете либо оставить все так, да, как я сделать, то есть наполнить, завязать, зашить это все дело, да, и потом уже просто пришить голову, да, то есть ничего такого сложного. Самый простой вариант. Либо вы можете еще прям отсюда, то есть вот сейчас мы не наполняем, а вы просто продолжаете, начинаете вязать голову прям из туловища. Это очень удобный вариант тоже. Вот. И, в принципе, тут тоже ничего сложного. Точно так же, как мы начинаем вязать голову, мы начинаем вывязывать ее отсюда. Итак, придаем форму, да, то есть у нас здесь должен получиться такой пузик. Вот, наполнили. И теперь вот таким вот образом, то есть нить я уже здесь обрезала. Мы просто берем вот эти вот передние стеночки, за которые мы делали убавки. Мы цепляем крючок, заводим за переднюю стеночку и вытягиваем. Раз. Следующая передняя стеночка 2. Следующая 3. И так далее по кругу. То есть мы просто вот так вот вытягиваем нашу нить. Конечно, вы можете одеть и иглу, да, и просто иглой зацепить. Это будет, наверное, где-то быстрее. Возможно, кому-то будет так даже проще сделать. Ну, я делаю это вот так. То есть за передние стеночки. Раз. И последняя. Потом просто беру и затягиваю это все дело. Конечно, это у нас плюшевая пряжа. Затянуть ее намного сложнее. И вот обратите внимание, видите, весь наш плюш собрался в кучку. Вот, и поэтому мы не делаем кольцо амигуруми из плюша, а вяжем из петли. И вот я затянула. Здесь вот эти вот небольшие дырочки, это ничего такого страшного в этом нет. Потом мы можем вот этой же ниточкой пришить нашу голову, либо сейчас спрятать ее куда-нибудь вот сюда, внутрь в тело. Вот. И вот что у нас с вами получилось. Теперь давайте свяжем голову. Итак, голова. Здесь ничего сложного, то есть вяжется она почти так же, как и тело, да. То есть я уже начала вязать, получается, сделала петлю, набрала 6 столбиков, сделала 6 прибавок, следующий ряд 1 столбик прибавка, следующий ряд 2 столбика прибавка. И вот этот вот последний ряд, который я провязала, у меня получилось 3 столбика прибавка, и по кругу у меня получается 30 столбиков. Теперь смотрите, что мы делаем дальше. Дальше все точно так же просто. То есть после того, как у нас по кругу получилось, да, 30 столбиков, 2 ряда мы вяжем ровно 30 столбиков, 2 ряда без изменений. После этого мы провязываем ряд 4 столбика прибавка. То есть у нас по кругу получается уже 36 столбиков, да? Вот. И следующие 6 рядов после этого ряда мы провязываем без изменений 36 столбиков. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Вот такая голова у нас с вами получается. Провязала я, получается, 2 ряда без изменений 30 столбиков. Потом провязала еще один дополнительный ряд с прибавками. Это 4 столбика между прибавками. Далее я провязала 6 рядов без изменений по 36 столбиков. Вот что у меня получилось. В итоге в общей сложности у нас с вами должно получиться 14 рядов. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и последний 14 ряд. Что мы делаем дальше? Теперь, если у вас вот такие же глазки, да, как у меня на чопиках, как я их называю, то в этом моменте лучше вставить глазки, пока не забыли. Если у вас глазки на клею, вообще шикарно, то есть вы просто довязываете свою голову, все делаете, потом в самом конце приклеиваете на нужном расстоянии ваши глазки. Здесь уже более сложнее, то есть нужно высчитывать ряды и так далее. Но, опять же, тут тоже не важно. Вот, допустим, я буду ставить 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-й ряд отсчитала, и вот между 6-м и 7-м я поставлю свои глазки, да. Вы можете поставить их повыше, то есть тут зависит от того, насколько большую мордочку вы хотите. Вот.
и расстояние между глазками и носиками. То есть это все зависит от вашей фантазии. Вы можете поставить их между 8 и 9 рядом, да, или наоборот чуть ниже. То есть это будет зависеть от вашей фантазии. Опять же, где вот здесь в начале ряда ставить, да, вот у нас начало ряда, то есть вот с этой стороны их ставить, или где-то вот здесь в середине их поставить, тоже не важно, да. То есть вот таким вот образом я отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот в этот промежуток между 6 и 7 рядом я вставляю глазки. Первый глазик. И вставляем их между вот петельками, да, то есть вот в эту дырочку. Вставила глазки. И вот таким вот образом надеваем чопик и закрываем его. Что у нас получается. Один глазик готов. Далее я буду делать расстояние 4 столбика, так как глазки у меня достаточно большие и не хотелось бы слишком большой промежуток между ними видеть, да. Вот здесь между ними я вставила, да, 1, 2, 3, 4. То есть вот у меня 4 столбика я отсчитала. И в соседнюю в эту дырочку между 6 и 7 рядом я вставляю глазки. То есть вот так вот это будет выглядеть. В итоге у меня между ними останется такой небольшой промежуток. Вы можете прям вот сюда впритык друг к дружке, да, поставить эти глазки, чтобы не было никаких промежутков, и они стояли у вас вот так. Можете оставить один столбик между ними. То есть здесь все зависит от вашей фантазии. Дальше выворачиваем, одеваем чопики. Вот здесь хорошенько прижимаем, чтобы они не вывалились. Можно вот здесь приплавить хвостики. И вот что у нас получается. Вот такая вот мордочка. Вот здесь я приклею носик. Носик у меня небольшой, сейчас покажу. Вот они, мои носики. У меня носики на клею, потому что на чопиках я не нашла. И вот я специально купила разные цвета. Черный носик я сделаю вот сюда зайчику. То есть вот таким вот образом я сделала небольшой носик. И красные носики, ну вот не знаю, Новый год, Рудольф и так далее, я приклею вот сюда. То есть вот этим зайчиком я сделаю красные носики, тапочком, так скажем. Все это будет делаться в конце. Теперь давайте сейчас так уберу, чтобы не мешались мои носики. И покажу, что же делаем мы дальше. Дальше нам нужно наполнить нашу мордочку синтепоном. И следующие оставшиеся ряды будут очень простыми. То есть здесь не нужно там провязывать каких-то простых рядов без изменений. Здесь у нас просто начинаются убавки. То есть 15 ряд, у нас 36 столбиков, соответственно, мы будем вязать 15 ряд таким образом. 4 столбика убавка. 16 ряд, это у нас идет 3 столбика убавка. 17 ряд 2 столбика между убавками, да? 18 ряд 1 столбик между убавками. И 19 ряд последний мы делаем убавки в каждый столбик. И точно так же закрываем голову, да, как вот здесь вот я показала туловище мы закрыли. Точно таким же способом мы закрываем голову. То есть вяжется она очень просто, никаких вот тут сверхъестественных закруглений, ничего нет. Мы потом просто, если мы захотим, вот здесь, да, допустим, какую-то вмятинку, да, на носике, это все делается утяжками. Если не хотите, можете не делать утяжки. То есть, ну, когда вы наполните голову, это все уже станет видно. То есть, надо вам это делать или не надо. Сейчас покажу, что в итоге получается. Ну вот такая голова у нас с вами получается. Я вот здесь вот затянула, спрятала уже ниточку. И вот что у нас получилось. Вот такой вот, так скажем, овальчик. Теперь нам нужно сделать утяжку. Утяжку вы можете сделать абсолютно любой ниткой. Я предпочитаю делать ниткой той же, из которой я вязала, чтобы это все было не очень сильно заметно. Так, в иглу втяну нить. И теперь вот здесь вот где-нибудь в серединке вставляем иглу и выводим ее под глазиком. Вот так. Вот здесь оставляем небольшой хвостик, чтобы потом наши нити связать. Вот здесь пропускаем немножко, то есть вот здесь мы вывели нить, иглу, да, и пропускаем, выводим там же, где у нас хвостик торчит, остался, да, и подтягиваем. То есть вот что у нас получается. Подтянули, ввели там же рядом, вывели под другим глазиком.
глазик тоже провалился. Здесь то же самое, немножко отступили и вытягиваем именно там, где у нас выходит наш хвостик, остается. Оттянули, все. Вот что у нас с вами получилось. Вот такое вот чудо. Наши глазики немножко провалились, и в принципе все. Можно еще пару стежков сделать, можно сделать это подальше, да, то есть вот здесь вмятинку сделать, вот здесь подальше. Это все зависит от вашей фантазии. Теперь вот здесь мы завязываем ниточку, то есть подтягиваем это все дело и завязываем хорошо. Ниточки также прячем в вязание. Либо, опять же, если у вас вот здесь вот не осталось хвостика, да, либо мы его спрятали, а вот этой ниточкой мы просто привязываем нашу голову к телу. Ну, пришиваем, да, то есть ничего такого сложного нет. Сначала нужно спрятать вот этот хвостик, чтобы не мешался, чтобы не болтался. И потом вот таким вот образом слегка вперед, вот, чтобы не прям вот этим местом, да, вот сюда пришивать, то есть у нас вот так вот это все провалится, а слегка вот так вот вперед выставляем головку, да, чтобы вот эта вмятинка у нас осталась вот здесь, это как бы ротик наш, и вот таким вот образом мы пришиваем нашу голову к телу. Потом вот здесь уже можно черной ниточкой взять, сделать бровки, сделать реснички, сделать вот такую вот полосочку, да, вот так вот, скажем, ротик наш сделать, оформить. Все это дело делается вот в последний момент, то есть когда мы уже все закончим. Приклеиваем носик, если он у вас также на чопиках, его надо было вставить сразу, да, с глазками вместе. И после этого мы будем пришивать ушки. Ушки мы пришиваем вот таким вот образом. Так, сейчас уберу. Вот так, чтобы они у нас, получается, остались вот немножко сзади. То есть вот здесь, вот она наша серединка, да, наш конец. Вот таким вот образом, да, мы оставили вот здесь ниточки для пришивания ушек. И вот таким вот образом, вот она середина. Мы прикладываем ушки и пришиваем наши ушки. И вот такой вот зайчик у нас с вами получится. Такая вот головка с ушками. Вы можете пришить сначала ушки к голове, потом голову, да, пришить к телу. Либо вы можете пришить голову, потом пришивать ушки. То есть все это зависит от вас. То есть как вам легче, так и делаем. Теперь давайте свяжем хвостик. Что мы делаем? Мы делаем петельку точно так же, как и во всех предыдущих деталях. То есть хвостик у нас вяжется очень просто. 2 воздушные петли, 1, 2. И в самую первую мы вставляем крючок и вывязываем 6 столбиков. 1. Ниточку подтянем, чтобы все это аккуратненько было. Вот. И теперь дальше у нас идет с вами 6 прибавок. Находим первую вершину, вот она. Вставляем крючок и провязываем первый столбик прибавки. Сразу же одеваем маркер, чтобы не запутаться, да? И провязываем сюда же второй столбик прибавки. Далее у нас по кругу идет 6 прибавок, то есть каждую вершину мы провязываем по одной прибавке. Вот что у нас с вами получилось. Теперь нам нужно провязать с вами 2 ряда без изменений. Получается у нас по кругу 12 столбиков. Маркер можно не убирать, чтобы не запутаться, либо переставлять его в каждом ряду. И считаем 2 и последний 12. Вот что у нас получается. У нас получается вот такой вот хвостик. Мы либо оставляем его так, либо, если хотите, можете сделать прям шарик, то есть провязать 6 убавок. То есть, ну, во-первых, он станет чуть-чуть подлиннее, то есть чуть больше будет выпирать. Мне нравится вот так. Я не люблю сильно, когда хвостики торчат. Если вы не хотите делать ряд с убавками, но вам не нравится размерчик, да, то есть вы хотите побольше, подлиннее, вы просто провязываете еще один ряд без изменений 12 столбиков. Мне этого достаточно. Я оставлю так. Просто напихиваю сюда синтепон. Вот так. Вот. И вот такой хвостик у меня получается. Далее я оставляю хвостик нити подлиннее. Вот так.
И все. То есть ничего сложного нету. Я вытягиваю эту нить с этой стороны, одеваю иглу и пришиваю хвостик вот так вот за вот эти вот вершины, за вот эти вот петельки. Синтепон прячем внутрь. А здесь желательно наложить побольше. Таким образом наш хвостик будет поплотнее и не будет таким вот маленьким казаться. То есть, в принципе, хвостик такого нормального размера к нашему зайцу. Ну вот, я закончила, пришила голову, сделала вот такую вот повязочку, бантик из ленточек, пришила ушки. Вот, посмотрите, видите? Вот таким вот образом на 2 раза. То есть я сюда прошла и обратно вернулась. Пришила вот так вот ушки. Теперь дальше я приклеила носик, оформила мордочку. То есть любую пряжу берете черного цвета, вдеваете в иголку и вышиваете мордочку. То есть реснички вот здесь вот. Видите, такой как бы ротик, да, под носиком. Я туда и обратно сделала 2 ниточки у меня здесь. Реснички у меня одинарная ниточка. Также вы можете сделать реснички вот такие вот покупные. Вот они идут, видите, вот такие вот реснички. Можно приклеить вот такие реснички сюда, то есть все зависит от вашей фантазии. Дальше. Вот здесь вот я тоже приклеила носики на тапочки, красные, как и говорила в начале, в самом вот так вот будут выглядеть наши тапочки, и вот такой вот зайка у нас получается. Теперь нам осталось связать колпачок для нашего зайки, то есть колпачок от пижамки, да? Зайку убираем в сторону, пока он нам не нужен. Берем нить вот этого цвета, получается, ту, из которой мы вязали наши тапочки, и формируем петельку. Точно так же, как и во всех предыдущих начинаниях наших, мы формировали петельку, то же самое и здесь. Сформировали петельку, теперь мы начнем вязать вот с этого момента. То есть вот отсюда мы будем вывязывать шапочку. Мы начнем не с конца колпачка, а с самого начала, вот с этого момента. У каждого из вас, в зависимости от того, как туго или свободно вы вязали, то есть каждый вяжет по-своему, правильно, и размеры могут отличаться, там плюс-минус сантиметр-полтора. Соответственно, чем туже вы вяжете, у вас меньше зайка получится, если вы наберете то же самое количество петель и столбиков. Чем слабее вы вяжете, тем больше ваш зайка получится, то есть ваши столбики будут намного больше. Поэтому в зависимости от головы вашего зайки, то есть мы набираем цепочку из воздушных петель, такую, чтобы прикладываем, да, вот так вот ушки наши, потому что они останутся под колпачком. И вот так вот, в зависимости, опять же, тоже от того, насколько низко или высоко вы хотите шапочку, мы набираем цепочку из воздушных петель, чтобы она вот так полностью обернула нашу головку. В моем случае это 50 воздушных петель. Первая у нас уже есть, далее вторая, третья, четвертая, 5, 49 и последняя 50 петелька. Вот такая вот цепочка у нас с вами получается. Давайте мы ее примерим, да? Прикладываем вот так под головку. И вот таким вот образом, видите, она у меня сходится вот здесь вот, в этом месте. То есть она не должна быть слишком тугая. Она вот здесь должна немножко свободненько ходить. Вот. И у меня получается 50 столбиков, да? 50 воздушных петель. Теперь мы нашу цепочку выпрямляем, то есть чтобы петельки наши не перекрученные были. Вот. И вот таким вот образом складываем в кольцо. Вот у нас есть самая первая петелька и вот самая последняя. Мы делаем одну воздушную петлю для соединения. 51. И теперь вставляем крючок в самую первую нашу петельку. И проводим соединительный столбик через 2 вот эти вот петельки. Вот эта вот 51, она легла на первую, поэтому у нас по кругу осталось ровно 50 петелек. Теперь, смотрите, таким образом мы с вами продолжаем вязать. Вот у нас вот эта петля есть. Мы делаем петлю подъема. Хвостик нам нужно спрятать в вязание. И в каждую воздушную петельку мы вставляем крючок
И хвостик, видите, вот так вот на крючке у нас лежит. Придерживаем хвостик, вытягиваем первый столбик. Далее следующая воздушная петля, вставляем в нее крючок, придерживаем хвостик. Вторая. Далее следующая петля, придерживаем хвостик. Третий столбик, следующая петля, вставляем крючок. Когда хвостик уже маленький остается, немножко неудобно это все придерживать, но в принципе это не так уж и сложно. Несколько столбиков и сзади спрятали наш хвостик. Что мы делаем дальше? Дальше нам по кругу нужно провязать ровно 50 столбиков, да? То есть сейчас уберу крючок и объясню. И вот такая вот полосочка у нас получится. То есть это будет самое начало нашей шапочки. Вот так вот. Такая каемочка, окантовочка. По кругу мы провязываем ровно 50 столбиков. И получается, смотрите, последний 50-й мы провязываем вот сюда. То есть в те две петельки, да, нашего соединения, откуда мы сделали вот эту петлю подъема. Так как у этой петли подъема у нас нет шапочки, да, вершины столбика, чтобы закрыть, мы вот так вставляем крючок последний в последнюю петельку, вот эту, которую мы сделали, и первую. Вот таким вот образом, видите, откуда у нас выходит вот эта петля подъема. И сюда мы провязываем последний наш самый 50-й столбик. После этого, опять же, в зависимости от того, насколько хотите вы, чтобы высоко была ваша шапочка, да, или низко, то есть вот отсюда она у вас будет идти, или вот отсюда, нам нужно поменять нить на розовый цвет, да, вот на вот этот вот цвет нашего костюмчика. Вы меняете нить и провязываете 4, 5, 6 рядов, то есть в зависимости, опять же, от того, насколько высоко вы хотите, чтобы сидела ваша шапочка, вы провязываете несколько рядов без изменений, то есть по 50 столбиков по кругу. У меня в моем случае это будет 4 ряда, то есть я провязываю 4 ряда без изменений и показываю, что мы делаем дальше. Вы провязываете свое количество. Если у вас размеры, в принципе, такие же, то есть вам хватает 50 столбиков, и вы примерно там же у вас будет сидеть шапочка, то без проблем. Просто меняете, после того, когда вяжете до конца, меняете цвет нити и продолжаете вязать 4 ряда 50 столбиков по кругу без изменений. Ну и вот что у нас должно с вами в итоге получиться. Провязала один ряд такого цвета и дальше поменяла цвет на основной и 4 ряда провязала без изменений по 50 столбиков по кругу. Теперь мы начинаем делать убавки, да, чтобы наш колпачок стал остреньким. Можете примерить нашу шапочку, да, на зайчика, то есть одеть. Вот примерно вот на таком расстоянии у меня она будет находиться от наших глазок. Вот. После того, как мы провяжем нужную нам высоту, да, получается, мы начинаем делать убавки. Каким образом? Мы не будем делать убавки, допустим, как в голове или в туловище, да? Мы будем делать по 2 убавки в ряду. Получается, я вот здесь вот отметила первый столбик. Далее по кругу у меня 50 столбиков, получается, делим пополам, это 25 столбиков. 2 столбика убавка, соответственно 23 столбика между убавками. Я поставила маркер в первый столбик, далее отсчитала 25 столбиков и в 26, получается, поставила маркер. То есть у меня маркер стоит в первом столбике и в 26. Между ними с этой и с этой стороны получается по 25 столбиков. Что мы делаем? Следующий ряд мы вяжем 23 столбика. Получается, до маркера у нас останется 2 столбика, да, 24, 25, в 26 стоит маркер. Мы делаем в эти 2 столбика убавку. Далее, после маркера мы провязываем опять 23 столбика. И вот здесь в конце, последние 2 столбика, мы делаем убавку. Следующий ряд мы вяжем без изменений. То есть у нас с вами по кругу осталось 48 столбиков. Следующий ряд мы вяжем с вами 48 столбиков. И таким образом мы будем чередовать, то есть ряд
делаем 2 убавки, ряд вяжем без изменений. То есть следующий ряд с убавками у нас уже получится, мы будем вязать между прибавками не 23, а 22 столбика будет у нас между убавками. После ряд без изменений, следующий ряд у нас 21 столбик между убавками. То есть маркеры вы можете либо оставлять, то есть переставлять их в каждом ряду, либо можете вот так вот просто здесь поверх маркера провязать и оставить его в этом месте, чтобы потом не запутаться, где у нас начало ряда, да, или середина, и где нужно делать прибавку. В принципе, все эти прибавки в итоге видно. Мы просто оставляем маркер, так сказать, как метку, да, что в этом месте у нас есть прибавка. Когда дошли до маркера, мы увидели эту убавку. Извините, заговорилась. У нас есть убавка, и когда мы дошли до маркера, мы делаем очередную убавку. И не забываем чередовать, то есть убавки делаем через ряд без изменений. Думаю, с этим вы справитесь сами. Тут, в принципе, ничего сложного нету, ничего такого высчитывать не нужно. Если вы поставите вот так вот маркеры, то есть каждый раз, когда вы доходите до маркера, делаете убавку. Все. Ничего такого сложного в этом нет. Ну, мне так кажется, по крайней мере, тем более мы уже с вами связали целого зайца. И, в принципе, вы уже, мне кажется, поняли, где делать, как правильно делать эти убавки, да, где их делать, каким образом и так далее. Но если у вас все-таки останутся какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, пишите мне в личку в Инстаграм, я всем отвечу, покажу, расскажу. Вот. И, в общем, всем помогу. Поэтому видео и так получается очень слишком, я бы сказала, длинным, впрочем, как и все мои предыдущие видео. Вот, поэтому я не буду растягивать его еще больше и показывать вам каждый ряд вязания этой шапочки. Тут схему, думаю, вы поняли. Ну и вот что у нас в итоге с вами должно было получиться. Я вот здесь вот тоже завязала шапочку, украсила ленточкой, одела ее, естественно. И зайчик получается достаточно таких внушительных размеров. Давайте вам примерно замеряем, да, так, навскидку. Вот, где у меня шапочка примерно кончается, то есть сгиб шапочки, да, и вот здесь, где ножка, у меня получается 45 сантиметров. Если, конечно, это все выпрямить, выровнять и так далее, получится намного больше. И, в принципе, ничего такого сложного нет. Если следовать инструкциям, то все будет хорошо. И у вас получится такой вот замечательный зайчик. Я вот здесь вот пришила хвостик. Тоже ничего такого сложного в этом нету. Давайте я вам покажу шапочку. То есть вот так вот он у нас будет выглядеть без шапочки. Шапочка у меня вот такая. Сейчас я ленточки уберу. Там, в принципе, потом можно и заново их завязать. В общем, вот такая вот шапочка у нас получается. Тоже она, по идее, ростом с нашего зайчика. Можно ее завязывать на ленточке, как у меня. Можно оставить вот так. То есть одеть, и оно уже будет болтаться. Можно вот здесь вот на кончике приделать бубончик. То есть вяжем мы его точно так же, как хвостик. Только вот здесь, видите, мы не делали убавки. Я провязала 2 ряда без изменений. А потом можно просто сделать убавки в таком же порядке, как и начали мы делать прибавки. И получится у нас бубончик. И пришиваем его вот сюда. Здесь ничего сложного в этом нету. То есть, если вам не нравится такая длина шапки, такой размер, да, вы можете сделать ее поменьше, просто вот в этом месте где-то, да, вот начинаем вязать не через ряд убавки, а можно делать их в каждом ряду, и тогда получится наша шапочка немного короче по размеру. Почему делаем вот в этом промежутке, да, эти убавки? Потому что вот здесь наша шапочка одевается на головку, да, то есть здесь не получится, если мы начнем сразу в каждом ряду делать убавки, она получится совсем маленькая и будет, ну вот здесь совсем в обтяжку, да, сидеть наша шапочка, и будет не очень красиво смотреться. Поэтому, если вы хотите шапочку покороче, просто делаете убавки в каждом ряду, вот здесь вот в самом конце. Ну, вот, в принципе, и все, что я вам хотела показать. Наш зайчик готов. Спасибо всем, что смотрели до конца. Надеюсь, видео было интересным, познавательным. Вы узнали для себя что-то новое, что-то интересное. Где-то, может быть, будут появиться какие-либо вопросы. Пожалуйста, обязательно пишите их в комментариях. Я всем отвечу, всем помогу, всем подскажу.
Еще раз спасибо и до новых встреч. Пока-пока.